Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт очень вкусного, но очень простого в приготовлении домашнего мороженого. Нам потребуется всего два ингредиента – сгущенное молоко и жирные сливки. Такое мороженое по консистенции невероятно нежное, вкусное, ароматное, а главное, вы точно знаете его состав. Готовится оно очень быстро и просто. Нам потребуются сливки жирностью 33% и холодное сгущенное молоко. А теперь расскажу о нюансах. Сливки должны быть очень холодные, из холодильника, они должны ночь простоять в холодильнике. Сливки всегда необходимо начинать взбивать на самой низкой скорости миксера. Затем, когда сливки будут начинать густеть, можно увеличивать скорость миксера. Емкость, в которой будете взбивать сливки, обязательно должна быть очень холодной. Также можно поставить на 5-10 минут в холодильник емкость, в которой будете взбивать, а также венчики миксера. Тогда ваши сливки будут быстрее взбиваться. Взбить сливки нам необходимо до состояния подтаявшего мороженого. Примерно вот такая консистенция сливок у нас должна получиться. Затем добавляем холодное сгущенное молоко. Если вы добавите сгущенное молоко комнатной температуры, то сливки потеряют свою устойчивость и масса станет слишком жидкой. После добавления холодного сгущенного молока взбиваем еще буквально 1 минутку до соединения. Вот такая красивая и однородная масса у нас должна получиться. На данном этапе при желании вы можете добавить другие ингредиенты в состав этого мороженого. Например, кусочки шоколада, либо добавить, просеять какао, перемешать, у вас получится шоколадное мороженое. Можно печенье Орео покрошить. Формировать мороженое я буду вот в такой форме квадратной для сборки тортов. Вы можете использовать любую разъемную форму, которая у вас есть, либо же стеклянную форму, которую просто нужно устелить пищевой пленкой. Форму я смазываю растительным маслом без запаха, чтобы мороженое не прилипло. Я хочу сформировать свое мороженое вот с такими вафельными коржами. Они бывают круглые, квадратные, бывают вот такими маленькими квадратиками. Я их аккуратно выложила на дно. Также можно взять круглые такие коржи вафельные, поставить форму для выпечки круглую и формировать мороженое. Выкладываем наше мороженое. Необходимо хорошо разровнять силиконовой лопаткой, чтобы у нас не оставались пустоты воздуха. За счет того, что мы готовим это мороженое на взбитых сливках, у нас нет необходимости доставать его каждые 2 часа и перемешивать во избежание кристалликов льда. Поэтому аккуратно распределяем по всей поверхности, убираем все пустоты. Затем сверху выкладываем снова вафельный корж. Если он у вас большой цельный, выкладываете большой цельный. У меня они вот такие маленькие, поэтому я выкладываю несколько штук. Необходимо слегка придавить, чтобы корж схватился с мороженым, но сильно давить не нужно. Затем можно накрыть пищевой пленкой в контакт и убираем в морозильную камеру на 4-5 часов. Мое мороженое простояло 4 часа и оно уже готово. Я сейчас достаю и ножом аккуратно прохожусь по стеночке, чтобы мороженое хорошо отстало от формы. Пахнет оно очень вкусно, мне уже хочется попробовать. Посмотрите, какое оно получается внутри, какая его консистенция, нету кристалликов льда, оно невероятно вкусно пахнет, необычайно нежное. Далее я его разрезаю на порционные кусочки. Я буду резать на месте стыка своих вафельных коржей. Если у вас был большой цельный корж, разрезайте на порционные кусочки нужного вам размера.
Посмотрите, какая однородная, нежная консистенция. Это мороженое очень вкусно, готовится быстро, просто, получается намного дешевле, нежели покупать в магазине. Друзья, обязательно попробуйте приготовить. Также вместо вафельных коржей можно использовать обычное песочное печенье, абсолютно любое. Выкладывайте на дно формы печенье и точно таким же образом формируете свое мороженое. Не забывайте, что вы также можете добавлять любые другие ингредиенты в основной состав этого мороженого. Можно добавить кусочки шоколада, можно просеять вкусное какао, и у вас получится шоколадное мороженое. Можно измельчить печенье Орео, у вас получится пломбир с кусочками Орео. Также можно добавить карамель. Например, выложить часть мороженого, сделать прослойку карамели такими полосочками и сверху покрыть второй частью мороженого. Друзья, не забывайте ставить лайк, пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр.